Вы все ее уже очень хорошо знаете. Наша энергичная Рита Ашин. Прошу, Рита. Большое спасибо. Позвольте мне поделиться своим экраном. Рада снова быть с вами и проводить время с нашими участниками марафона. На самом деле это одни из самых интересных моментов в моей или дней в моей неделе. Давайте выведем видеоизображение и в русский, и в англоязычный чат. Прежде чем мы перейдем к опросу, мне хотелось бы обратиться к тем, кто подписывают, регистрируют. Я знаю, что многие из вас сразу сходят с ума, как только мы просим вас поднять руки, поэтому я сейчас обращаюсь к тем, кто подписал людей, которые, в свою очередь, купили АИПы. Уже третья неделя, третий день на этой неделе. Меня зовут Рита Ашин, я представитель лидерского совета, президент по партнерской программе потребительского сообщества NEMI, ну и титул. И, и не буду более задерживать вас. Модератор, пожалуйста, выберите человека, который готов с нами поделиться своей историей, поговорить с нами. Те, кого выберут, пожалуйста, представьтесь, расскажите, какой у вас статус компании, откуда вы. Мы хотели бы узнать о том, как вы попрактиковали в группах проведения презентаций и начали ли вы проводить такие презентации ежедневно. И удалось ли вам кого-нибудь подписать. Давайте те, кому предоставили слово, пожалуйста, активируйте свой микрофон и давайте вас послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Можете говорить. Да, здравствуйте. Меня зовут Андрей, фамилия Зуев. Я сам родом из Самары. Статус в партнерской программе консультант. Работаю, активно начал заниматься с января 2020 года, после того, как пришло дополнительное осознание, насколько этот проект является масштабным, насколько философия этого проекта является мощной и крутой. И я это осознал внутри себя, у меня начались внутренние вибрации, и после этого я начал работать уже с максимальной увеличивающей скоростью каждый день. Вебинар, который я прохожу вместе со всеми, это действительно крутой проект, это крутое мотивационное пространство, в котором каждый из нас находится. И для меня это является очень хорошим катализатором и поддержкой, мотивирующей мои поступки и действия. С каждым днем, изучая больше и больше этот продукт, я понимаю, насколько он интересен, нужный, и насколько он долгоиграющий, который действительно можно передать по наследству не только детям, не только внукам, но и прапраправнукам. То, что происходит у нас на планете Земля, это действительно ведет к деградации, и благодаря Андрею Федоровичу Хавратову и всем партнерам, которые находятся в нашем стильном, мощном сообществе NEMI, мы делаем большое дело. Те проекты, которые запланированы, они действительно нужны, и они действительно рабочие. Что касается по себе, по последнему вебинару, который прошел, и дали дополнительные инструменты, как правильно проводить презентацию. Да, я провел уже не одну презентацию, и эти презентации имеют успех. Как правило, я эти презентации провожу после проведенного мероприятия. То есть сначала я приглашаю людей на тренинг-игру «Гений финансов», и после тренинг-игры «Гений финансов» провожу вот эту презентацию, и для людей она становится настолько понятной. Признаюсь честно, я сначала проводил просто презентации, да, но после игры тренинг «Гений финансов», который я сам лично провожу, люди воспринимают вот любое слово, которое сказано, выходящее из моих уст, намного, наверное, понятнее, что ли. Им не нужно разжевывать какие-то вещи. За эти 6 часов, которые мы проводим в процессе,
они становятся, ну, уже многие аспекты мы проговариваем там на этом тренинге, и для них понятие инвестирования, понятие образования выходит на первый план. И поэтому остается только добавить некоторые детали из презентации, и люди, как правило, 100% все берут и регистрируются, 100%, и после этого я с каждым из них еще отдельно прорабатываю и подписываю их уже на партнерские договора. Какие-то из этих людей становятся пока просто инвесторами, а некоторые уже готовы работать и помогать нам двигать этот мир, можно сказать, да, не боюсь этого слова, действительно этот мир двигать. Поэтому всем рекомендую использовать этот инструмент как тренинг игру гений финансов. Если кто-то не умеет пока вести, у кого-то нет лицензии, кто-то не имеет эту тренинг, игру, да, то, по крайней мере, в своем городе, в своей стране есть лидеры, которые организовывают подобные тренинги. Приглашайте на их тренинги. Сами учитесь и приобретайте эту супер тренинг-игру. И у каждого из нас будет возможность еще больше донести для людей потребность и важность в том, что мы делаем. Вот. И то, что еще мне осознание пришло очень крутое, действительно, это наш фонд, это один из, можно сказать, единичный, да, из всего мира, который предлагает, на мой взгляд, это гениальное решение, когда за образование люди получают еще дополнительные возможности стать инвестором, собственником или пайщиком высокодоходных и нужных предприятий на планете. Это идеально, это гениально, продавать образование с инвест-пакетом. Мощно, круто. Андрей Федорович, респект и уважение. Спасибо огромное. Я вроде закончил. Если есть вопросы, я готов на них еще ответить. Большое спасибо, что поделились с нами таким осознанием. Действительно, я хотела задать вам вопрос по поводу презентации, потому что вы сказали, что вы начали только в январе, а вы уже ответили на этот вопрос, говорите, что вы проводите презентации регулярно и оставили меня без вопроса. Поэтому большое спасибо, что поделились с нами своим опытом и осознанием. Я быстро вхожу в проект. На самом деле мне важно понять, насколько для меня это интересно. И после этого, как я только пойму, мне сразу же становится легко доносить до людей информацию. И мне это нравится, самое главное. Мне нравится делиться этими знаниями, этим опытом. И изнутри у меня прямо распирает, чтобы рассказать об этом. Поэтому мне легче рассказать, чем промолчать. Алло? Ясно, спасибо большое. В итальянском чате есть желающие, если что. Большое спасибо, Андрей, что поделились с нами своей историей. Давайте теперь послушаем еще одного участника, поскольку я вижу очень много рук поднято, очень много желающих людей. Давайте послушаем тогда нашего италоязычного слушателя. Пожалуйста, представьтесь. Подключается итальянский участник. Секунду. Добрый день. Меня зовут Джорджо. Я живу в Рагузе. Это Сицилия, остров Сицилия. Я действительно благодарен этой возможности участвовать в марафоне, участвовать вместе с вами. Мой ран в компании лидер-менеджер, и я в этой компании практически 2 года. И действительно мне очень приятно участвовать в этом проекте. Что касается последнего домашнего задания, которое мы получили на нашей сессии, это практиковать и организовывать презентации. Как вы знаете, в Италии сейчас проблемы с карантином, но я практикуюсь на моей семье, провожу презентации у себя дома.
И правильно, как сказал предыдущий участник Андрей, необходимо практиковать. Потому что кажется, что мы говорим о одних и тех же вещах, но каждый раз мы можем найти что-то новенькое для себя. И поэтому чем больше мы делаем, это тем значительнее для нас будет результат. А также очень важно делиться этой информацией с другими людьми. Конечно, я хочу сказать, что моя жизнь изменилась после того, как я познакомился с этим проектом. И как сказать еще? Действительно, я был поражен, когда мы поговорили о проекте NEM, когда мы говорили о генеалогическом древе, когда мы говорили о наших будущих поколениях. Это действительно затронуло мое сердце. Потому что мы должны думать о будущем, и не только о нашем, а также о будущем нашей семьи. И обязательно нам нужно посадить дерево, которое также увидит это дерево и наше будущее поколение. Также это возможность поделиться этим проектом с другими людьми. Это что-то невероятное. Это действительно фантастическая возможность. Спасибо большое за ваше внимание. Я закончил. Джорджа, спасибо большое за ваш отзыв. Действительно, я полностью согласна с вами, с вашими словами по поводу будущих поколений и о том, что мы должны позаботиться о них тоже, попытаться заглянуть туда в будущее, 7-8 поколений вперед, поскольку здесь мы не только ради себя, ради своих детей и своих внуков, которых мы увидим еще при жизни, но мы должны думать о тех тысячах людей, которые придут после нас. Поэтому почему бы не постараться изменить жизнь к лучшему еще тех поколений, которые не появились? Большое спасибо за то, что поделились вот своим опытом, своими, скажем, лайфхаками, да, что вы проводите презентации дома, тренируетесь на родственниках. Очень хороший совет. Давайте, может, еще одного человека проинтервьюируем, прежде чем перейдем к следующей сессии. Давайте подождем, когда кто-нибудь к нам подключится. Алло, уже кто-то подключился. Да, здравствуйте. Пожалуйста, представьтесь. Как слышно? Да, мы вас хорошо слышим. Спасибо, что подключились к нам. Хорошо, тогда всем здравствуйте. Передаю привет всем людям со всей планеты. Доброе утро, добрый день, добрый вечер. Меня зовут Шоеб Факир. Я из Индии. Я сейчас консультант в компании. И хотелось бы поговорить о сессии, которая посвящена пенсии. Помните, у нас была? Я все откладывал выполнение этого домашнего задания, а потом я понял, что хватит откладывать. Надо заняться этим домашним заданием. Это то домашнее задание, которое повлияет на нашу будущую жизнь. И я собрал воедино все свои знания, которые получил в рамках этого марафона, и начал его выполнять. И я понял, что знания, которые вы не применяете на практике, это пустые знания. А компания делится с нами огромным багажом знаний. Поэтому, пожалуйста, не храните эти знания при себе, делитесь с ними и обязательно делитесь полученными уроками, полученными знаниями с другими людьми. Большое спасибо, Шоеб, за то, что поделились с нами своими осознаниями. Пожалуй, на этом мы, наверное, подведем черту под нашим интервью, поскольку уже необходимо переходить к следующей части. Еще раз спасибо за ваши отзывы, спасибо за ваше осознание. Теперь я хотела бы увидеть вашу реакцию в наших чатах, чтобы я видела вашу активность. А теперь ответьте мне, пожалуйста,
практиковали ли вы в группах презентации? Поставьте единичку, и это будет означать, что да, вы практикуете в группах презентации. И еще один вопрос. Вопрос следующий. А начинаете ли вы проводить ежедневно свои презентации? И поставьте вновь же единичку, если вы проводите презентации ежедневно. Если вы не проводите, если вы не практикуете, и внимательно слушайте, что необходимо сделать. И если вы не проводите презентации ежедневно, и вы уже год в этом бизнесе, поставьте, пожалуйста, троечку. Повторюсь, если вы уже год в бизнесе, но еще не начали проводить презентации, поставьте троечку. Более того, можете поставить троечку, а рядом краткий ответ «почему», на ваш взгляд. Например, кто-то говорит троечку и, например, у меня нет достаточно уверенности. Кто-то там говорит 3, я там боюсь выступать перед людьми. Примерно вот так. Помните, доктор Лидия нам рассказывала, как проводить презентацию. У нас сейчас есть образцы, шаблоны презентаций в бэк-офисе, в личном кабинете. Позвольте мне рассказать, как я научилась этому. На самом деле, я посещала очень много презентаций сама и училась на чужих примерах, набиралась уверенности, а потом начала сама их проводить. И вы знаете, в любом случае, даже когда у меня еще не было достаточно знаний, я, узнавая новый материал, понимала его ценность и не могла не делиться. Поэтому даже если я делал это немножко неуклюже, я все равно это делала. Большое спасибо за вашу обратную связь. Давайте переключим сейчас презентацию на слайд «Социальные сети», чтобы у всех были одинаковые слайды. Действительно, социальные сети – это место, где можно получить очень много информации и поделиться очень большим количеством информации. И первый вопрос, который мы себе задаем, как же увеличить наш список клиентов? Например, когда вы открываете или у вас есть аккаунт в Фейсбуке, первым делом вы добавляете туда друзей и родственников. Но мы не о них будем говорить, поскольку, как правило, это люди, которых вы уже знаете, которых, возможно, вы уже подписали или которые подписали вас. Мы сейчас будем говорить о тех клиентах, которых вы не знаете. Давайте перейдем к следующему слайду. Когда мы говорим о социальных сетях, прежде чем мы вообще что-то начнем делать, проявлять какую-то интерактивность, я бы сказала, первый совет – это следите за своей внешностью. Не обязательно выглядеть, как будто вы только что выпустились из Харварда, но первые впечатления очень важны. Им буквально минуты, 2 минут хватает людям, чтобы сразу вынести о вас суждение, посмотрев на вас. Поэтому прежде чем связаться с человеком, люди что делают? Они, прежде чем общаться тесно с человеком, они заходят на его профиль, смотрят, на что он подписан, какие у него фотографии. Поэтому очень важно создать хорошее первое впечатление. Например, не надо ставить там аватаркой мотоцикл Харли Дэвидсон, например, или какой-то цветок. Люди хотят видеть вас. И желательно, чтобы фотография была актуальная. То есть не детская какая-то фотография, а то, как вы выглядите сейчас, чтобы люди имели представление, с кем они общаются. Естественно, у вас также должно быть интересное сочетание различных постов, чтобы интриговать людей, как уже Эндрю 12.3 об этом говорил. И неважно, даже если вы не путешествуете очень много, тем не менее, вы можете сделать хорошую фотографию. Вы можете взять фотографию из какого-нибудь красивого места из Испании и сказать, что вот какое красивое место, я хотел бы там побывать. И, пожалуйста, давайте без драм. Не надо делиться с людьми своими какими-то печальными, трагическими историями. Люди не всегда хотят это слышать.
И также ваш профиль должен быть общедоступен. А есть профиль, который будет только для ваших друзей. Я понимаю, что такие решения принимаются вами единолично. Конечно, можно сделать закрытый профиль только для друзей, но тогда вы ограничите свою аудиторию. Поэтому обязательно учитывайте вот эти вещи, которые написаны на этом слайде. Потому что я знаю, что многие из вас только-только начинают пробовать себя в Фейсбуке, поэтому не забывайте об таких важных лайфхаках, назовем их так. Присоединяйтесь к группам в соцсетях. Так вы привлекаете новых людей включаете новых людей в свой клиентский список. Подумайте о том, чем вы интересуетесь. Возможно, вы хотите присоединяться к группам о работе на дому. Возможно, это группа MLM в Индии или в Чикаго. Если вы где-то там, в этом регионе, это еще лучше. Еще, например, возможно, вам нравится заниматься садоводством. Возможно, вам нравятся автомобили. Присоединяйтесь к тем группам, о которых у вас есть хотя бы какие-то знания, чтобы уметь поддержать разговор. Возможно, вам нравятся криптовалюты. Присоединяйтесь к группам криптовалют. Гурманы и рецепты. Сейчас очень популярная тема. И очень легко общаться с людьми именно на эти темы. Поскольку у всех обязательно будет что сказать, да, когда они видят шикарное, очень вкусно выглядящее блюдо. Спортивные группы. Еще одна тема, которая позволит вам взаимодействовать, общаться с полными незнакомцами. Поэтому, с другой стороны, нет смысла вам присоединяться к группе по, например, к ракету, если у вас нет совершенно никаких знаний об этом. Поэтому обязательно присоединяйтесь к тем группам, тем видам спорта, если это группы, в которых хоть немножко разбираетесь. Также, как начать диалог с незнакомцем? Необходимо быть естественным. Не навязывайте разговор. Например, у человека в профиле его фотография, он в руках держит шоколадный торт, и вы можете сказать просто: здорово, этот торт выглядит великолепно. И можете начать разговор с того, что скажете: а как долго вы его готовили? А можете ли вы поделиться рецептом? То есть можно ненавязчиво вот так завязать разговор. Но для этого вам необходимо быть участником многих групп по интересам, чтобы ваше поле было максимально широким. Также можно задавать такой пробирующий вопрос, да, зондирующий вопрос. Например, вы можете сказать: вот сейчас есть эта ситуация с коронавирусом, что, возможно, мы не сможем пойти на работу, да, не все же могут работать из дому. Можете вот такой вопрос задать, открытый вопрос, чтобы спровоцировать человека на беседу. Потому что если вы постоянно говорите о себе, вы можете потерять этого человека. Но если вы зададите им вопрос с открытым концом, человек начнет рассказывать, начнет отвечать на этот вопрос. Также вы можете просто согласиться с человеком. Человек, например, сделал хороший пост. Вы на самом деле не знаете, что умного сказать по этому посту. Вы можете просто взять и согласиться. И это уже будет заделом для дальнейшего разговора. Также вы можете похвалить чьи-то достижения. Например, если это садоводческая группа, и кто-то вырастил какой-то большой красивый овощ или фрукт или растение, вы можете похвалить, сказать, например: «О, я всегда хотела вырастить такую большую
красивую тыкву. Как вам это удалось? И вы уже завязали разговор. Например, также вы можете посмеяться, поставить лайк или прокомментировать. Сейчас во многих социальных сетях есть такая функция. Ну, помните, всегда есть кнопка лайк. Ну, на самом деле сейчас уже, особенно в Фейсбуке, лайки не особо-то как бы людей и цепляют, да, сейчас надо ставить именно вам нравится, вы любите это, да, love или там еще какие-то другие эмоции. Поэтому, если вы уже начали разговор, видите, что человек заинтересован вами, не бойтесь пригласить этого человека в свои друзья. И, например, человек вам скажет, а мы знакомы? А вы говорите, да, конечно же, помните, мы общались с вами вот в спортивной группе, напомните им тему, и человек будет согласен подтвердить ваш запрос. И, ну, в целом люди, они охотно подтверждают запросы на добавление в друзья. И следующий совет, старайтесь приглашать 10 новых друзей ежедневно. И вы знаете, не старайтесь, не переусердствуйте, потому что в Фейсбуке, например, есть специальный алгоритм, который следит, сколько друзей вы добавляете. Если будет слишком много, они могут наложить на вас ограничения. Но прежде чем добавлять человека, необходимо понять, а хотите ли вы с этим человеком работать? Вы хотите добавить человека в друзья, с которым вы хотите работать, который был бы заинтересован в том, что вы хотите ему предложить. То есть вы должны также иметь заинтересованность в работе с этим человеком. То есть это такая обоюдно выгодная должна быть сотрудничество и работа. Следующие вещи, о которых необходимо помнить. Да. Помните, что не все люди созданы одинаковыми. Возможно, вы пытаетесь завести диалог с человеком, который и говорить-то с вами не хочет. Поэтому помните, что не все дружелюбны, не все хотят идти на контакт. Если необходимо выйти из разговора, не бойтесь, выходите. И помните, что всегда есть функция добавить человека в черный список, функция блокировки. Просто помните, что социальные сети – это здорово, но можно попасть в довольно неприятные ситуации. И не надо вам обязательно терпеть человека, если он грубит вам или заставляет чувствовать себя некомфортно. Вы можете просто добавить его в черный список, и он станет для вас невидимым, а он станет невидимым, а вы ставите невидимый для него. Хоть у вас и будут общие друзья, но вы как будто исчезнете друг у друга. Надеюсь, до этого не дойдет. Следующий слайд. Используйте функцию списков. Это моя любимая функция для добавления новых клиентов, особенно для тех, кто работает из дому. Так вот, функция списков, как вы видите здесь на страничке, вы создаете свой собственный список. Позвольте вам сказать здесь, что когда вы делаете пост, вы можете выбрать, будет ли этот пост доступен для всех, только для друзей. То есть, если это для всех, там будет иконка планеты, а если это для друзей, там будет люди. А если это будет пост для специально созданной группы, тогда этот пост будет виден только для этой конкретной группы. Так что же хорошего в создании такого списка? Вы выбираете людей, которые будут видеть ваши посты. Например, если я создала список и хочу пригласить, например, поделиться с ними какой-то возможностью, вы создаете список и даете ему имя. Например,
Я могу написать члены моей семьи, которые не являются членами этого бизнеса. И я начинаю постепенно пополнять этот список членами моей семьи, которые еще не участвуют в этом проекте. И постепенно его наполняю. Да, вы создаете пост и сами выбираете аудиторию. Аудитория может быть либо вновь же со всего мира, либо только ваши друзья, либо из вашего конкретного списка. Так вот, повторюсь, люди, для которых вы предназначили конкретный пост, только они будут видеть его. Иногда, знаете, люди, когда видят общий какой-то пост, они могут просто его проскроллить, да, прокрутить вниз и не заметить. Но если вы делаете пост для какой-то конкретной группы, которую создали вы, списка, они обязательно его увидят. Вот в чем прелесть этой функции. Именно так вы можете, скажем, заставить, в мягкой форме, человека увидеть какой-то конкретный пост. Поставьте, пожалуйста, единичку, если вы не знали об этой функции списков и понимаете сейчас, насколько он полезен. Здорово. Хорошо. Тогда, пожалуй, от меня это все, как добавить людей в свой список контактов из клиентов из Фейсбука. И сейчас я хотел бы передать слово своему коллеге Эндрю 12.3. И он с вами уже общался. После того, как вы общаетесь с ним, я снова к вам вернусь по поводу домашнего задания. Всем привет. Меня зовут Эндрю 12.3. Если вы еще не знаете, кто я такой, я президент по партнерской программе потребительского сообщества NEMI и частный инвестор, международный список, да и в целом рубаха-парень. Итак, когда я добавляю друзей, можно переключить на следующий слайд. Я всегда проверяю их профиль, прежде чем их добавить к своим друзьям. Не знаю, может, я один такой, но я вижу, что ко мне в друзья просится очень много людей из фейковых профилей, поэтому я хочу убедиться, что человек настоящий, прежде чем я добавлю его в свой список. Эндрю, мне вывести презентацию или ты сам сможешь это сделать? Ну, как правило, говорит, у меня получается это сделать. Выведите, пожалуйста, слайды на экран. Я сейчас вижу сам себя. Ага, есть слайды. Итак, поясню. Когда Рита рассказывала вам о начале разговора, да, о начале диалога в Фейсбуке, естественно, необходимо говорить с того, что людей интересует. Потому что именно это мы и делаем, когда заводим друзей. Чтобы завести друга, что мы делаем? Это же человеческая природа. Вы должны их заставить рассмеяться, повеселить их и найти 3 общих черты. Как только вы это сделали, все будет на мази. Они ваши друзья. Как же это сделать с каждым новым человеком? Естественно, подход должен быть разный. Вы должны использовать социальные сети, как будто вы идете по улице. И вот вы встретились с человеком на улице. То есть вы говорите с человеком в социальных сетях, как будто вы говорите с ним вживую. Нельзя сказать: «Привет, меня зовут Эндрю, я хочу вам рассказать о своем бизнесе». Человек скажет: «Вы что, с ума сошли, что ли?» Так нельзя. Это как, знаете, вы придете к врачу, даже не сказали о своей проблеме, а врач уже вам дает таблетку, говорит: «Вот,
вам это поможет. Он говорит, я же даже не поговорил с вами, как это мне может помочь? Так вот, то же самое и здесь. Вы должны сначала диагностировать своего потенциального клиента, прежде чем вы дадите им решение. Вы должны узнать о их потребностях, желаниях в вашем разговоре. Естественно, мы делимся опытом. И вот пару лет назад, я помню, я познакомился с человеком, он стал членом моей структуры, и недавно его структура разрослась. Я помню, что нашел этого человека в Фейсбуке, увидел его пост, я поставил лайк, даже оставил ему комментарий, потому что действительно меня этот пост зацепил. Он увидел этот комментарий, ответил на него и отправил мне приватное личное сообщение, и мы начали с ним общаться. И когда я начинаю разговор, я использую очень много фотографий, чтобы, знаете, было приятно для глаз. И с этим человеком я сделал то же самое. Я сказал, что вот я ездил недавно на реку и отправил ему фотографии. Вот видите, у меня сейчас на экране. Я поставил ему блок из 12 фотографий. Ребята, видите? Поставьте единичку в чате, если видите это. Так вот, русскоязычный чат тоже видит. Хорошо, отлично. Так вот, посмотрите на эти фотографии. Там есть закат, вечерние фотографии, кенгуру, костер такой походный. Как считаете, здорово же выглядит? И на самом деле 2 из этих фотографий я взял из Гугла. Я там был. Не то, чтобы я там не был, взял фотографии. Там был. Просто фотографии в Гугле были лучше, чем мои фотографии. И этот человек сказал, вау, ничего себе. И, понимаете, в этом была-то моя вся и задача. Немножко шокировать его. И он такой, неужели ты там был? Я говорю, да. И мы вот так завели разговор. А потом мы начали о семье говорить. Он говорит, а у тебя вот есть дети? Я говорю, да, вот мои дети. И показал ему фотографию со своими детьми. Естественно, эта фотография не совсем актуальная, но она удачно вышла. И я показал ему эти фотографии. И я им сказал, что эти детки уже выросли, и показал им фотографию, где они уже выросли. Более того, я даже показал пару фотографий, как они именно растут. Да? То есть не одну фотографию показал, а последовательность фотографий. Я говорю, мы любим ходить на рыбалку. И вот я ему показал лодку и большую рыбу, которую мы поймали. То есть у меня уже были такие заготовки. Да? Если вдруг что-то в нашем разговоре упоминается какая-то тема, например, рыбалка, у меня уже сразу есть заготовочка для рыбалки. Это очень легко помогает растопить лед. Да? И вы постоянно можете поддерживать таким образом разговор. И человек увидит эту здоровую рыбину. Возможно, человек всю жизнь мечтал поймать такую большую рыбину. И вы их так зацепите. Это очень, повторюсь, хороший способ растопить лед и завести знакомство. И вот весь этот разговор у нас занял 8-9 минут. Действительно, вы поделились своей историей. Помните, мы пару сессий назад говорили о том, как рассказывать историю, что вы должны говорить, что вы не должны говорить, что вы узнали и какие у вас были ощущения от этого. То есть я придерживался этой структуры. Вы можете благодаря этому холодный контакт, как я сделал, превратить в теплый контакт. Естественно, после нашего первоначального контакта мы строили наши отношения
2 года мы начали участвовать в одном проекте, и сейчас у нас очень хорошие, прочные отношения, и человек создал отличную структуру. То есть мы уже поговорили о том, как растопить лед. Давайте поговорим об системе автоматизации. Следующий слайд через социальные сети. Есть действительно пару вещей, которые можно автоматизировать. Например, у вас могут быть какие-то заготовки, у вас могут быть стандартные ответы, но мой вам совет. Вы создаете сначала какой-то пост, который представляет ценность, что-то очень важное. И когда вы делитесь этим, вы сразу можете давать человеку варианты. Если вам это понравилось, пожалуйста, вы можете посмотреть еще сюда, 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 сюда. И вот ваша заготовка. Что же касается шаблонов сообщений. Действительно, вы можете взять, создать документ в Word или там в блокноте и пропечатать туда уже заготовленный текст. И он у вас уже будет готов. Если вы завязали с человеком разговор, а он вас спрашивает, а чем ты занимаешься? Вместо того, чтобы каждый раз прописывать, чем вы занимаетесь, открывайте этот документик, копируете текст и вставляете его в сообщение. Ну, естественно, необходимо иногда какие-то там редакции делать, минимальные. Таким образом, вы сэкономите себе время и позвольте, уверю вас, что вам будут задавать очень часто одни и те же вопросы. И чем больше вам вопросов задают, уникальных, тем больше у вас будет в арсенале хороших ответов, которые вы заранее продумаете. Человек спрашивает, а чем вы занимаетесь? И вы можете на 30 секунд сделать шикарный ответ, заготовленный заранее шикарный ответ. Ну, естественно, вы не должны, он вам сказал, чем вы занимаетесь, а вы взяли, скопировали текст там на полстраницы за 1 секунду. Конечно же, человек не поверит вам, что вы за 1 секунду набрали этот текст. Поэтому необходимо дать определенное время, подождать там секунд, не знаю, 20-30, и только потом нажать «ввод». Вы создадите ощущение реальности, что вы действительно отвечали. Иногда вы можете поддерживать разговор с даже целым большим количеством людей таким образом, и при этом иметь качественную беседу. Иногда, я помню, даже до 20 человек, если не ошибаюсь, общался одновременно таким образом. Но если, конечно, их будет больше, естественно, уже будет сложнее это делать. Ну, как вот Рита уже говорил, обязательно похвалите человека, сделайте ему комплимент. И есть такое выражение: сражайтесь там, где у вас есть шанс победить. Поэтому обязательно проверьте сначала профиль человека, найдите пост, который действительно вы можете качественно прокомментировать. Подумайте о том, что вы напишете. Напишите пару предложений. Введите этот комментарий. Затем напишите сообщение. Вы можете сказать: «Привет, я вот тут случайно нашел твой профиль. Поздравляю, у тебя это комплимент. Шикарный контент. Я вот обратил внимание на это видео». И вы начинаете хвалить это видео. После комплимента вы говорите: я хотелось бы с вами более тесно пообщаться. Пожалуйста, добавься в друзья. То есть вот поставьте, пожалуйста, 2 в чат, если действительно такой комплимент вам кажется, что можно использовать. Я могу даже его повторить. Говорите, что я вот тут был в Фейсбуке и случайно увидел твой профиль. Я вижу, что уже люди 2 пишут. Я еще не успел повторить
свою речь. Так вот, вы говорите, я увидел, что в твоем профиле или в вашем профиле шикарнейший контент, и мне особенно понравился вот этот пост. И помните, что когда вы комментируете чьи-то другие посты, это как будто вы создаете свой собственный контент, потому что люди увидят ваш комментарий и обязательно пойдут и проверят ваш профиль. Есть, знаете, рыбная ловля на донку. Знаете, когда такая леска и много-много крючков. Вот этим вы и занимаетесь, понимаете, когда вы качественно комментируете чей-то пост, потому что люди обязательно проверят и ваш профиль тоже, если ваш комментарий будет очень качественный. А если ваш профиль выглядит профессионально, вот она зацепка. Надеюсь, что это полезный для вас совет вот по поводу автоматизации. Ну, как еще можно по-другому зацепить людей? Конечно, есть и другие способы. Есть способ там воронки, много других методов. Но вы знаете, не надо себя перегружать, потому что обязательно наступит момент, когда вы уже не сможете обработать и работать со всеми этими людьми одновременно. Поэтому, когда вы создаете свой профиль, сделайте, чтобы он выглядел так, как будто это реалити-шоу, чтобы человек, придя на вашу страницу, захотел на ней остановиться и искать новый контент, фотографии и видео. Также не бойтесь выкладывать живые трансляции. Даже если вы боитесь выступать перед публикой, не обязательно, чтобы ваша трансляция действительно была живой. Вы можете ее записать предварительно, а потом выложить в Фейсбуке, как будто вы транслируете вживую. И не бойтесь делать ошибки. Естественно, первое видео у вас может не получиться. Я помню свои первые видео, они были ужасны. Но потом постепенно я научился, как делать их хорошо. И даже если ваше видео предварительно записано, но вы его будете транслировать, как будто оно идет вживую, создастся впечатление, что вы это делаете в прямом эфире. И повторюсь, чем больше вы будете пытаться делать, чем больше вы будете записывать таких видео, тем лучше они у вас будут выходить. Ну, также аккуратно обращайтесь со сленговыми словечками. Некоторых людей их могут отталкивать, некоторым они, наоборот, могут нравиться. И вопрос, о чем же можно делать живые трансляции? Например, вот, необходимо понимать, какая у вас целевая аудитория, да, то есть сетевики это или там какая-то еще другая группа по интересам. И в зависимости от того, какая у вас целевая аудитория, такой и должна быть тема вашей живой трансляции. Да, например, сегодня у нас тема система автоматизации работы через соцсети или в целом использование соцсетей для построения своих контактов. Поэтому и я вот сейчас как бы экспромтом провел такую презентацию. Но, естественно, у вас есть время подготовиться, найти весь необходимый материал и создать записанную живую трансляцию для вашей целевой аудитории, которая сразу ответит на большинство их вопросов. Пожалуй, я и так уже много говорил, наверное, время снова подключить Риту. Рита, как думаешь, мы уже, наверное, можем перейти к части вопросы и ответы? У нас вот есть 10 минут осталось еще.
Может, действительно, говорит Рита, давайте перейдем к живому общению и посмотрим, можем ли мы ответить на какие-нибудь вопросы, которые задают нам аудитория из чатов. Сейчас я задам ваш вопрос, как сделать так, чтобы заинтересованные люди сами находили мне общение. Хорошо, значит, ваш вопрос такой, да? Как стать человеком, которого ищут, а не человек, который ищет, правильно? Хорошо, для этого вам необходимо создавать контент, который отвечает на потребности и вопросы людей. Например, вы можете сказать 3 секрета и придумываете, например, чего. Изучаете эту тему, создаете живой контент, хороший контент, и люди, смотря ваше видео, получают ответы на свои вопросы, и они уже вами заинтересуются. Вот я знаю, Рита, ты шикарные ведешь живые трансляции на различные темы. Но, как правило, когда я веду живую трансляцию, я ее веду по какой-то насущной, актуальной теме. Например, вы можете комментировать какие-нибудь новостные события. Например, вот люди могут переживать по поводу каких-то новостей. И я, например, как уже говорила, ну, скорее я комментирую новости из области бизнеса. Естественно, актуальные новости, они более всего интересуют людей, поэтому я так цепляю, да, заинтересовываю людей. Вот кто-то меня спросил, а что по поводу LinkedIn, да, это профессиональная социальная сеть. Все то же самое. Создаете контент, который бы хотела знать ваша целевая аудитория. То есть контент, который отвечает на вопросы людей. Вы создаете, зарабатываете репутацию, авторитет. А люди, они запрограммированы слушаться авторитетного мнения. И вы же не будете слушать мнение человека, у которого непонятно что, какая аватарка, непонятно, какие он там создает посты, какую-то ерунду постоянно размещает. А вы прислушаетесь к человеку, который выглядит профессионалом, у которого профессиональный баннер, у которого все посты интересные, профессиональные, качественно созданные. Так. Вот кто-то говорит, а как нам создавать вот эти заготовленные ответы? Ну, мы, ребята, уже на самом деле говорили вам об этом. Берете, открывайте Word, блокнот, WordPad и сразу там записывайте эти ответы. Сохраняете файл, а потом при случае открываете его, копируете оттуда текст и вставляете. Кто-то вот задал вопрос, а как узнать, фейковый профиль или не фейковый? Так, хорошо. Если вы посмотрите на профиль, а он всего создан 2 месяца назад, там 4 поста, скорее всего, это фейковый фейковый профиль. Если вы посмотрите, что а, профиль создан типа 3 года назад, и там очень много постов, естественно, никто не будет посвящать столько времени и ресурсов, чтобы создать и поддерживать фейковый профиль 3-4 года и наполнять его большим количеством постов. Это очень легко определить, если это настоящий человек или это фейк. Хорошо?
Я вот задал вопрос, через какое время общения делать предложение о бизнесе. Ребят, продолжайте разговор, пока это не станет абсолютно очевидным. Понимаете, пока вы не поймете потребности людей, да, их там проблемы, нет смысла предлагать им бизнес. Вы ведете разговор, и они начинают вам говорить, что меня начальник заставляет работать 12 часов в день, не платит мне сверхурочные. И два вопроса здесь. Готовы? Как вы собираетесь решить эту проблему? Или как вы собираетесь выйти из этой ситуации? Как вы собираетесь решить данную проблему? Можете ли вы сменить работу? Это вопрос из одного предложения, который попадает прямо в подкорку их сознания. Заставляете их начать искать выход. То есть вы уже, это, знаете, игры разума, вы уже начинаете заставлять их думаться. И сейчас, пытаясь ответить на этот вопрос, они потеряют сон. Я вам гарантирую. Они не будут находить себе места. Тогда следующий. Вот вы поговорили, да, человек говорит, я не знаю, как выйти из этой ситуации, боюсь потерять рабочее место, а вы ему говорите, возможно, я тебе могу помочь. И вы не навязываетесь. Вы просто говорите, возможно, вы можете это сделать. И человек сам из вас вытянет это, понимаете? Поэтому вы можете разговаривать, и вы поймете сами, когда надо задать этот наводящий вопрос, да? На самом деле никакого подвоха здесь нет. Действительно, вы просто задаете вопрос. А как ты думаешь выйти из этой ситуации, да? Или как ты считаешь, ты сможешь с ней справиться или нет? И человек уже сам скажет, что нет, я не знаю, что-то боюсь и так далее. И вы ему говорите, а я, возможно, могу тебе помочь. Так, кто тут у нас еще задал вопрос? Если вы завели дружбу на расстоянии, как с ними пообщаться вживую? Вы можете это сделать через Zoom, можете это сделать через Skype. Вот прямо сейчас мы разговариваем с Ритой, но при этом мы общаемся со всем миром. Zoom очень шикарный инструмент, научитесь им пользоваться. Может, еще какие-то вопросы? Так. Ну, может, уже подошло время для домашнего задания, потому что пятница вечер – это шикарное время поработать, правда? И сделать домашнее задание. Хорошо, тогда давайте посмотрим. Перейдем к следующему слайду. Большое спасибо. Итак, домашнее задание номер 23. Первая задача – добавлять по 5-10 контактов ежедневно и начать с ними разговор. Вы уже получили кучу советов, подсказок от Эндрю, от нас с Эндрю. Затем второе задание – провести 5 рандеву в день и пригласить на презентацию. Помните, что рандеву – это встречи с людьми. Первые встречи. А также третье задание – это провести 3 презентации ежедневно. Презентации не должны растягиваться на целый час. Это может быть короткая презентация. Когда я проводила свои первые презентации, они длились всего 3 минуты. Вы можете показать людям очень короткий видеоролик и как-то дополнить его. Презентация не означает, что вы должны стоять и о чем-то рассказывать. Презентация может состоять из того, что вы поделитесь с ними 2-, 3-, 4-минутным видеороликом и посмотрите его вместе с ним, вместе с человеком. А затем просто прокомментировать можете что-то или ответить на вопросы человека.
И так вы можете поделиться с 4-5 людьми такой презентацией в день. Но обязательно потом проследите, проведите этого человека, то есть ответьте на его вопросы, поговорите о ваших впечатлениях, осознаниях от этого видеоролика. Ребята, поставьте единичку в чат, если вы действительно извлекли пользу, и тогда мы с Эндрю сможем с чувством выполненного долга закончить сегодняшнюю сессию. Большое спасибо, что были сегодня с нами. Хорошего вам дня, вечера. Возможно, кто-то из вас еще будет и на нашей вечерней сессии. С радостью вас там увидим. Хорошего вам дня. Пока.